Вы когда-нибудь стояли на краю пропасти? Нет, не той, где камни и ветер. Я говорю о пропасти, когда в кармане звенит мелочь, которой не хватит даже на проезд, а дома тебя ждет неоплаченный счет, способный разрушить твою жизнь завтрашним утром. В такие моменты ты готов на все. Или тебе кажется, что на все. В тот вечер, ровно в 21:45, я была уверена, что моя судьба — это пробивать чеки до самой пенсии. Но через 15 минут я села в машину к незнакомцу, который предложил мне продать свою душу. Ну или, по крайней мере, одолжить ее на один вечер. Это история о том, как одна безумная ложь может стать самой чистой правдой. Пик, пик, пик. Этот звук снился Елене в кошмарах. Монотонный писк сканера штрих-кодов въедался в мозг, словно китайская пытка водой. Супермаркет у дома за полчаса до закрытия напоминал потревоженный улей, который медленно засыпал, но все еще жужжал недовольными голосами. В воздухе висел тяжелый запах бытовой химии, дешевой выпечки и мокрого картона. Елена незаметно переступила с ноги на ногу. Ступни горели огнем. Дешевые балетки, купленные на распродаже 2 года назад, уже давно потеряли форму и теперь безжалостно впивались в пятки. Она мечтала только об одном — сесть. Просто сесть на стул, вытянуть ноги и закрыть глаза. Хотя бы на минуту. Но камера видеонаблюдения над головой смотрела на нее красным немигающим глазом, напоминая: «Сидеть нельзя, улыбайся, ты — лицо сервиса». «Женщина, вы уснули там, что ли?» Грубый голос вырвал ее из транса. Перед кассой стоял грузный мужчина в спортивном костюме, нетерпеливо постукивая банкой пива по ленте. «Прошу прощения», — механически ответила Елена, голос был сухим, как осенний лист. «Пакет нужен?» «Нет, в руках понесу», — буркнул покупатель. Она пробила товар, назвала сумму, выдала сдачу. Пальцы двигались сами по себе, отточенные за годы движениями. В голове же крутилась одна и та же мысль, тяжелая и липкая, как гудрон. Завтра 10 число. 10. День расплаты. Хозяйка квартиры Людмила Петровна вчера ясно дала понять: еще одна задержка, и вещи Елены окажутся на лестничной клетке. Вместе с Еленой. И, что самое страшное, вместе с Дашей. Даша. Мысль о дочери кольнула сердце острой иглой. Студентка, умница, отличница. Она не просила новый телефон. Она ходила в старой куртке. Она подрабатывала написанием рефератов, но завтра нужно было внести вторую часть оплаты за семестр. Или отчисления. В кошельке у Елены лежали 300 рублей. На карте — минус. До зарплаты — неделя. Это был тупик. Глухая бетонная стена, в которую она уперлась лбом. Очередь, наконец, иссякла. В магазине повисла та особенная тишина, которая бывает перед самым закрытием. Охранник, дядя Паша, лениво зевнул, поглядывая на часы. Елена опустила голову на руки, делая вид, что поправляет кассовую ленту. Ей хотелось завыть. Тихо, по-волчьи, от бессилия. Ей 38 лет. У нее высшее экономическое образование, красный диплом, который теперь пылится где-то в шкафу. Как она оказалась здесь? В этой жилетке цвета переспелого апельсина с бейджиком «Елена», кассир 2-й категории. Дзинь! Автоматические двери разъехались, впуская внутрь порыв холодного осеннего ветра. И его. Мужчина ворвался в магазин не как покупатель, а как человек, за которым гонятся демоны. Он был высок, широкоплеч, дорогое черное пальто из кашемира сидело на нем идеально, но было расстегнуто, шарф сбился. Он остановился посреди торгового зала, дико озираясь по сторонам. Елена напряглась. Ограбление? Наркоман? В этом районе бывало всякое. Она незаметно положила палец рядом с тревожной кнопкой. Но мужчина не достал оружия. Он достал телефон, посмотрел на экран, выругался беззвучно, одними губами, и бросился к полкам со сладостями. Его движения были резкими, дерганными. Он схватил первую попавшуюся шоколадку, какой-то дешевый батончик с арахисом, и стремительно направился к кассе Елены. Когда он подошел ближе, она увидела его глаза. Темно-карие, почти черные.
В них плескалась такая паника, такая смесь отчаяния и решимости, что Елене стало не по себе. От него пахло не перегаром, как она ожидала, а дорогим парфюмом, сандалом, кожей и дождем. «Добрый вечер», — проговорила Елена, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Пакет? Нет», — перебил он, голос у него был глубокий, бархатный, но сейчас он срывался. «Просто пробейки. Быстрее, пожалуйста». Он бросил шоколадку на ленту, Елена пикнула сканером. 42 рубля. Мужчина выхватил платиновую карту, его рука заметно дрожала. Пока терминал думал, обрабатывая платеж, он барабанил пальцами по прилавку. Стук, стук, стук. В ритме бешеного сердцебиения. Вдруг он поднял глаза и посмотрел прямо на нее. Не сквозь нее, как обычно делают богатые клиенты, а на нее. Он словно сканировал ее лицо. Глаза, уставшие морщинки в уголках губ, аккуратно убранные волосы. «Вы замужем?» — выпалил он. Елена опешила. Рука замерла с чеком в воздухе. «Простите, это не касается. У вас есть кольцо». Он подался вперед, почти ложась на стойку. В его взгляде было безумие. «Нет, я вижу, что нет. Послушайте, я знаю, это прозвучит как бред сумасшедшего». Он оглянулся через плечо, проверяя, не слышит ли их охранник дядя Паша, который уже дремал на стуле. «Мне нужна жена. Прямо сейчас. На час». Елена медленно отодвинулась, нащупывая кнопку охраны. «Мужчина, заберите чек и уходите, или я вызову полицию». «Нет, нет, стойте!» Он полез во внутренний карман пальто. Елена сжалась, ожидая увидеть нож, но он вытащил пачку купюр, толстую, перетянутую банковской лентой красных пятитысячных. Он положил деньги на прилавок прямо поверх шоколадного батончика. «Здесь 100 тысяч», — быстро заговорил он, глядя ей в глаза с мольбой. «Это не интим, не криминал, клянусь вам. Мне просто нужно, чтобы вы поехали со мной, посидели в ресторане и поулыбались. 1 час. Я заплачу еще столько же, когда мы закончим». Елена смотрела на деньги. 100 тысяч рублей. Это аренда квартиры за 3 месяца, это оплата семестра Даши, это новые сапоги, это еда. Мир вокруг сузился до этой красной пачки на потертом пластике кассы. «Вы шутите?» – прошептала она, горло пересохло. «Я похож на комика», – нервно усмехнулся он. «Меня зовут Андрей. У меня через 30 минут встреча, от которой зависит судьба моей компании. Мой инвестор-старовер, фанатик семейных ценностей. Я соврал ему, что женат, и он захотел познакомиться с супругой. Если я приду один, сделки не будет. Я банкрот. Тысячи людей останутся без работы». Он говорил быстро, сбивчиво, но искренне. Елена умела различать ложь, жизнь научила. Этот человек не врал, он был просто в отчаянии. В таком же отчаянии, как и она сама, когда считала копейки на хлеб. «Почему я?» — спросила она тихо. Андрей выдохнул, проводя ладонью по лицу. «Потому что у вас глаза добрые и умные. Я не могу взять эскортницу. Он их за версту чует. Мне нужна настоящая женщина, живая. Уставшая, может быть, но настоящая». Елена посмотрела на часы. 21 час 95 минут. Смена закончилась 5 минут назад. «Что я делаю?» — кричала ее рассудок. «Это маньяк. Он вывезет тебя в лес». «У тебя завтра выселение», — холодно напомнил внутренний голос. «А у него дорогие часы и карта платином. Маньяки не платят 200 тысяч за ужин». Она посмотрела на деньги, потом на Андрея. Его руки дрожали. «Только ресторан?» — спросила она. «Людно, светло, безопасно. Вы можете взять телефон, включить геолокацию, отправить мой номер дочери или мужу». «Я разведена», — отрезала Елена. «Отлично. То есть, простите, это нам подходит». Елена медленно протянула руку и накрыла ладонью пачку купюр. Бумага была прохладной. «Я заканчиваю смену. Мне нужно переодеться». Андрей закрыл глаза и выдохнул так громко, словно держал воздух под водой несколько минут. «Спасибо. Господи, спасибо вам. Я буду ждать у входа. Черный Мерседес». Она переодевалась в подсобке трясущимися руками. Сняла ненавистную оранжевую жилетку, натянула свои джинсы и свитер. Деньги жгли карман. Она пересчитала их дважды. Все верно. Настоящие. «Ты сумасшедшая, Лена! Ты просто чокнута!» — шептала она себе в мутное зеркало. Она написала дочери СМС. «Буду поздно. Появилась подработка. Не волнуйся. Люблю». И добавила. «Если не вернусь к утру, номер машины такой-то». Потом стерла. «Не надо пугать Дашу.
Если что-то случится, она все равно ничего не сможет сделать. Выходя из служебного входа, она увидела машину. Огромный черный зверь с хищными фарами, урчащий двигателем в темноте двора. Андрей выскочил из машины, как только увидел ее, и галантно открыл переднюю дверь. «Прошу». В салоне пахло дорогой кожей и тем же парфюмом. Было тепло, играл тихий джаз. Контраст с промозглым ветром и грязным асфальтом был настолько резким, что у Елены закружилась голова. «У нас мало времени». Андрей включил передачу, и машина плавно, словно корабль, тронулась с места. «По пути заедем в одно место. В джинсах нельзя». «Я не виновата, что вы нашли жену в эконом-магазине», — огрызнулась Елена. Страх выходил через агрессию. Андрей улыбнулся. Впервые за вечер. Улыбка сделала его лицо моложе и мягче. «Справедливо. Не волнуйтесь, я все продумал. У меня есть подруга, у нее свой шоурум. Она ждет нас». Они неслись по ночному городу. Фонари сливались в одну сплошную ленту. «Запоминайте», — начал инструктаж Андрей. Его голос стал жестче, деловитее. «Ваше имя Анна. Анна Викторовна. Мы женаты 3 года, детей пока нет, планируем. Вы занимаетесь... Чем вы занимаетесь?» «Я экономист», — сказала Елена, глядя в окно. «По образованию. Работала главным бухгалтером на заводе, пока его не закрыли». Андрей удивленно покосился на нее. «Серьезно? Это идеально. Тогда легенда такая. Вы помогаете мне с финансами, но официально не работаете. Занимаетесь домом и благотворительностью. Стерлинг любит, когда женщины занимаются благотворительностью». «Стерлинг? Мой инвестор. Британец с русскими корнями, старой закалки, очень дотошный. Он и его жена, Элизабет. Елена, главное правило. Мало говорите, много улыбаетесь. Смотрите на меня с обожанием. Сможете сыграть обожание?» Елена повернулась к нему. В свете приборной панели его профиль казался высеченным из камня. «За 100 000 рублей, Андрей, я буду смотреть на вас, как на божество, сошедшее с Олимпа». Андрей рассмеялся. Нервное напряжение в салоне немного спало. Говорят, что самая искусная ложь — это та, в которую подмешана капля правды. Но что делать, когда ты сидишь за столом с людьми, чье состояние превышает бюджет небольшого города, и понимаешь, единственное, что здесь настоящее, это твой страх? Елена, обычный кассир из супермаркета, только что вошла в роль жены миллионера. На кону сделка века для Андрея и свобода от долгов для нее. Один неверный взгляд, одна дрожь в голосе, и все рухнет. Но никто из них даже не подозревал, что главным оружием в этот вечер станет не ее новое платье и не обаяние Андрея. Главным оружием станет то, что Елена пыталась забыть последние 5 лет – ее ум. Дмитрий, то есть Андрей, надо привыкать к этому имени, иначе провал, отодвинул для нее тяжелый бархатный стул. Елена села, чувствуя, как ткань платья натягивается на бедрах. Напротив сидел мистер Стерлинг, тот самый инвестор. Вблизи он выглядел еще более внушительно. Холодные голубые глаза, аккуратная седая бородка и аура человека, который привык, что мир вращается вокруг него. Рядом с ним сидела его жена, Элизабет, ухоженная блондинка лет 50, в строгом, но, безусловно, безумно дорогом костюме. Она улыбалась, но глаза ее сканировали Елену. «Очаровательно», — произнесла Элизабет с легким акцентом. «Андрей столько рассказывал о вас, Анна, но, признаться, вы превзошли ожидания. Такая естественная красота. Редкость в наших кругах». Елена почувствовала, как пересохло во рту. «Анна. Я Анна», — напомнила она себе. «Спасибо, Элизабет», — ответила она. Голос прозвучал на удивление ровно. «Андрей тоже много говорил о вас, о вашей поддержке». Андрей, сидевший рядом, незаметно выдохнул. Первый раунд пройден. Подошел официант. Он двигался бесшумно, как тень. «Вино?» «Да, пожалуйста», — кивнул Стерлинг. «Шато Марго, 96-го года.
Думаю, повод подходящий. Елена понятия не имела, что это за вино, но потому как уважительно кивнул официант, поняла, оно стоит больше, чем ее годовая зарплата. Она сложила руки на коленях, чтобы скрыть мелкую дрожь. Ей казалось, что все в зале смотрят на ее руки, на отсутствие маникюра. Да, она намазала их кремом в машине, но разве это скроет мозоли от тяжелых коробок с товаром? «Итак, Анна», — вступил в разговор Стерлинг, пока разливали вино. «Андрей сказал, вы занимаетесь домом и благотворительностью? Похвально. Моя Элизабет тоже возглавляет фонд помощи одаренным музыкантам. А какова ваша сфера?» Под столом Андрей напрягся. Его нога случайно коснулась ноги Елены. Это был сигнал. «Осторожно». Елена сделала глоток воды, в голове была пустота. Врать про фонды, о которых она ничего не знает, ее поймают на первой же детали. И тут она вспомнила совет Андрея. «Говори правду, но меняй контекст». «Я помогаю детям», — начала она медленно, подбирая слова. «И пожилым людям. Организация праздников, сбор необходимых вещей». Это была правда. Она действительно собирала вещи для детского дома по соседству и организовывала утренники в школе, когда Даша была маленькой. «Знаете», — продолжила Елена, и вдруг почувствовала уверенность. «Самое сложное не в том, чтобы собрать деньги. Самое сложное — это логистика человеческого внимания. Люди готовы откупиться чеком, но не готовы потратить время. Мы стараемся это менять». Элизабет вдруг перестала улыбаться дежурной улыбкой и посмотрела на нее серьезно. «Логистика внимания», — повторила она задумчиво. «Какая точная фраза? Питер, ты слышал? Это именно о том, о чем я говорила на совете директоров». Стерлинг одобрительно хмыкнул. «Глубоко. Андрей, у твоей жены не только красивые глаза, но и философский склад ума». Андрей улыбнулся, поднимая бокал. «За это я ее и люблю». Елена почувствовала, как краска приливает к щекам. Нет стыда, а от странного, теплого чувства. Ее слова, ее простые мысли здесь, за этим столом, имели вес. Ужин потек своим чередом. Принесли закуски, что-то микроскопическое на огромных тарелках. Елена просто повторяла движение Элизабет. Та взяла вилку, Елена взяла вилку. Та взяла напкинку, Елена сделала то же самое. В какой-то момент она поймала взгляд Андрея. В его глазах читалось «Ты молодец, ты справляешься». И от этого взгляда внутри нее что-то разжалось. Страх отступил, уступая место азарту. Когда подали горящее, атмосфера за столом неуловимо изменилась. Светская беседа исчерпала себя. Мужчины, как хищники, почуявшие добычу, перешли к тому, ради чего собрались. К деньгам. «Андрей». Стерлинг отложил приборы и вытер губы салфеткой. Его голос стал жестче, суше. «Проект отличный. Твои склады, твоя система доставки — это будущее. Но меня смущает одна деталь». Андрей весь подобрался. «Какая именно, Питер?» «Рентабельность. Ты обещаешь возврат инвестиций в 20% уже к концу первого года». «И я готов подписаться под этим», — быстро ответил Андрей. «Мы просчитали все риски. Рынок растет, спрос на логистику в этом регионе бешеный». «Рынок, да», — Стерлинг прищурился. «Но ты не учел рост цен на топливо и новые таможенные пошлины, которые введут с января. Я видел твои таблицы. При текущих вводных, Андрей, твой плюс съедается операционкой. Мои аналитики говорят, что дай бог выйти в ноль, а я не вкладываю в ноль». За столом повисла тишина. Тягучая, неприятная. Даже звон посуды на кухне, казалось, стих. Елена видела, как на виске у Андрея запульсировала жилка. Он начал что-то говорить, оправдываться, приводить аргументы про оптимизацию маршрутов, но голос его звучал неуверенно. Стерлинг давил авторитетом. Он был акулой, а Андрей лишь талантливым, но загнанным в угол пловцом. «Послушай». Стерлинг постучал пальцем по столу. «Если мы закладываем таможни в 15% и рост ГСМ на 7%, то твоя маржа схлопывается до 3%. Это не бизнес. Это благотворительность, которой занимается твоя супруга». Он усмехнулся собственной шутке. Элизабет вежливо улыбнулась. Андрей молчал. Он проигрывал. Прямо сейчас на глазах у Елены его мечта рассыпалась в прах. И в этот момент в голове у Елены что-то щелкнуло. Слова «таможня», «маржа», «ГСМ» — это был не язык богачей. Это был ее язык,
Язык цифр. Язык, на котором она говорила 15 лет, работая главным бухгалтером на крупном производстве, пока не попала под сокращение. Она автоматически по старой привычке начала считать в уме. Таможня в 15%. Но она не облагает весь оборот. Она идет только на импортную составляющую. А у него парк машин в лизинге. Значит, идет возврат НДС. Стоп. Стерлинг считает в лоб. По валу. Это ошибка. Она посмотрела на Андрея. Он выглядел побежденным. «Молчи, Лена, ты просто жена, ты просто декорация», — кричал Страх. «Если он не получит контракт, ты не получишь деньги. Даша вылетит из универа», — холодно возразил рассудок. «Простите». Голос Елены прозвучал тихо, но отчетливо. Все трое повернулись к ней. Стерлинг с удивлением, Андрей с испугом. «Что, простите, Анна?» — переспросил инвестор. Елена глубоко вздохнула. «Назад пути нет». «Вы считаете неправильно», — сказала она. Андрей закрыл глаза. Элизабет замерла с бокалом у рта. Стерлинг медленно поднял брови. «Неправильно?» — переспросил он ледяным тоном. «Мадам хочет поучить меня считать деньги?» «Нет, что вы!» — Елена выпрямилась. В ней проснулся профессионал. Исчезла забитая кассирша. Появилась Анна Викторовна, финансовый эксперт. «Я просто слушала ваши цифры. Вы говорите о таможне в 15%, которая съест маржу. Но вы применяете ее ко всему обороту. Однако, если я правильно поняла из разговора, парк машин у Андрея отечественный, а на экспорт идет только услуга». Она взяла салфетку и ручку, которую Андрей в нервах крутил в руках. «Можно?» Стерлинг кивнул, с удивлением глядя на эту странную женщину. «Смотрите». Елена быстро размашисто написала несколько цифр. Таможня ложится только на эту часть. Далее, ГСМ. Андрей сказал, что у него долгосрочный контракт с поставщиком топлива. Там цена фиксирована на год. Вы же не индексировали эту часть расходов? Стерлинг нахмурился, глядя на салфетку. «Нет. Мы брали рыночный прогноз. А нужно брать контрактный», — твердо сказала Елена. «И самое главное — лизинг. Вы забыли про налоговый щит. Возврат НДС перекроет убытки от роста цен на 12%. Она подняла глаза и посмотрела прямо в глаза миллиардеру. «При таких вводных, мистер Стерлинг, рентабельность не 3%. Она будет в районе 18-19. Да, не 20, как мечтал Андрей, но и не 0, как пугали вас ваши аналитики. Прибыль составит около 6 миллионов чистыми». В ресторане повисла гробовая тишина. Андрей смотрел на Елену, словно она только что превратила воду в вино. Стерлинг взял салфетку. Долго, очень долго смотрел на цифры. Достал из кармана очки, надел их, что-то прикинул, шевеля губами. Потом снял очки и посмотрел на Елену. Автомобиль Андрея плавно скользил по ночным проспектам. В салоне было тепло и тихо, только дворники ритмично смахивали капли дождя, который начался так не кстати. Елена откинулась на кожаную спинку сиденья и закрыла глаза. Адреналин отступил, оставив после себя приятную ватную усталость. Она чувствовала на себе взгляд Андрея. Он то и дело отрывался от дороги, бросая на нее быстрые, изучающие взгляды. «Лена», — наконец нарушил он тишину. Голос его звучал глухо. «Я должен спросить, это не дает мне покоя». Елена повернула голову, не открывая глаз. «Спрашивайте». «Почему касса?» — выпалил он. «Я видел, как вы работали с цифрами там, в ресторане. У вас мозг гроссмейстера. Вы увидели в моих отчетах то, что пропустил целый финансовый отдел. Почему вы сидите на кассе в супермаркете и терпите хамство покупателей?» Елена горько усмехнулась. Она открыла глаза и посмотрела на ночной город, проплывающий за окном. В витрине магазинов огни реклам. Жизнь, которая была ей недоступна. Потому что жизнь — это не шахматная партия Англии. В шахматах все фигуры на виду. А в жизни... Она помолчала, подбирая слова. Завод закрыли 1,5 года назад. Сокращение штата. Я искал работу по специальности полгода. Знаете, что мне говорили на собеседованиях? Вам 37, у вас ребенок студент, вы, наверное, потеряли хватку. Или предлагали копейки. Она сжала ремешок сумочки, а счета приходили каждый месяц. Потом дочь поступила на платное. Бюджетных мест не хватило совсем чуть-чуть. Мне нужны были живые деньги. Здесь и сейчас. Касса — это график 2 через 2 и возможность брать подработки. Это не выбор, Андрей. Это выживание. Андрей молчал. Он крепче сжал руль до побеления костяшек. Ему,
Успешному бизнесмену, привыкшему решать проблемы одним звонком, было физически больно слышать эту простую, страшную правду. Он вдруг осознал, какая пропасть лежит между его проблемами с инвестором и ее реальностью, где выбор стоит между заплатить за квартиру и купить еды. «Я не знал», — тихо сказал он. «Простите меня за этот вопрос». Машина свернула с освещенного проспекта во дворы спального района. «Мерседес» осторожно переваливался через ямы в асфальте. Контраст был разительным. Серые панельные девятиэтажки, тусклый свет единственного фонаря у подъезда, переполненные мусорные баки. Андрей припарковался у ее подъезда. Двигатель затих. Наступил самый неловкий момент вечера. Расплата. Андрей полез во внутренний карман пиджака и достал вторую часть денег. Конверт выглядел чужеродно в этой обстановке. Он протянул его Елене, но не отпускал, когда она взялась за край. Здесь вторая половина. И я добавил сверху, за идею с налоговым вычетом. Это честно. Елена взяла конверт. Он был толстым. Там было больше, чем они договаривались. Гораздо больше. Сердце ее сжалось. Это были деньги, которые спасут ее завтра. Но почему-то брать их из рук Андрея было грустно. Словно этот жест ставил точку, превращая все произошедшее в простую сделку купли-продажи. «Спасибо, Андрей», — сказала она тихо. «Вы меня очень выручили». «Вы даже не представляете, как». «Это вы меня выручили». Он смотрел ей прямо в глаза. Серьезно, без тени улыбки. «Лена, если бы не вы, я бы завтра объявила о банкротстве». Она кивнула и потянулась к ручке двери. «Ну что ж, платье я верну завтра в шоурум, как мы и договаривались». «Платье оставьте себе», — быстро сказал он. «Это подарок. Вам оно идет невероятно». Елена улыбнулась. Грустно и светло. «Куда мне в нем ходить? На кассу?» Она открыла дверь. В салон ворвался холодный, сырой воздух, пахнущий мокрой землей и осенью. «Прощайте, Андрей. Удачи вам с проектом». Она вышла из машины, ступив на мокрый асфальт в дорогих туфлях. Сказка кончилась. Она успела сделать всего пару шагов к подъезду, сжимая в руках клатч с деньгами, когда услышала, как хлопнула дверь машины. «Елена, постойте!» Она обернулась. Андрей стоял у машины под дождем без зонта. Капли падали на его дорогое пальто, на лицо, но он не замечал этого. «Я не могу вас так отпустить», — сказал он, подходя ближе. «Андрей, мы в расчете». Она удивленно посмотрела на него. «Вы платили, я сыграла роль». «Да к черту роль!» — воскликнул он. «К черту деньги! Лена, послушайте». Он подошел к ней вплотную. В свете фонаря его глаза горели решимостью. «У меня в компании бардак. Вы это видели сами. Мой финдиректор — идиот, который не видит дальше своего носа. Я уволю его завтра же утром». У Елены перехватило дыхание. Она начала догадываться, к чему он ведет, но боялась поверить. «Андрей, вы сейчас на эмоциях». «Нет, я абсолютно трезв и холоден», — перебила жестко. «Мне не нужен свадебный генерал. Мне нужен человек, который умеет считать, который не боится сказать мне в лицо, что я не прав, который видит возможности там, где другие видят тупик». Он полез в карман, достал визитку и, накрыв ее ладонью от дождя, протянул Елене. Должность финансового директора. Полный соцпакет. Зарплата. Он назвал сумму, от которой Елене вскружилась голова. Это было в 5 раз больше, чем она получала даже в лучшие годы. И свободный график, пока вы не разберетесь с делами дочери. Елена стояла под дождем, прижимая к груди мокрый конверт и эту маленькую картонку. Капли стекали по ее щекам, смешиваясь со слезами, которые она больше не могла сдерживать. «Вы серьезно?»
вы возьмете кассиршу на такую должность?» «Я возьму не кассиршу». Андрей улыбнулся, и эта улыбка была самой теплой вещью в этом холодном мире. «Я возьму Анну Викторовну, которая одной фразой уложила на лопатки акулу бизнеса Питера Стерлинга. Я возьму Елену, честную и сильную женщину, которая не сломалась, когда жизнь ударила ее под дых». Он взял ее свободную руку. Его ладонь была горячей и надежной. «Приходите завтра к 10. Адрес на визитке. Мы подпишем контракт. Настоящий». Елена посмотрела на него сквозь слезы. В горле стоял ком, но это был счастливый ком. «Я приду», — прошептала она. «Я обязательно приду. Я буду ждать». Он сжал ее руку на прощание, развернулся и пошел к машине. Сел за руль, но не уезжал, пока она не вошла в подъезд. Светом фар он провожал ее до самой двери, словно оберегает темноты. Ключ привычно повернулся в замке. Щелк. Елена вошла в свою маленькую темную прихожую. Здесь пахло старыми обоями и жареной картошкой от соседей. Она прислонилась спиной к двери и сползла по ней вниз, прямо на коврик. Платье из шелка шуршало. Дорогие туфли валялись рядом. Она сидела на полу, сжимая в одной руке пачку денег, а в другой — визитку. Из комнаты выглянула заспанная Даша. «Мам, ты чего так поздно?» — испуганно спросила она, щурясь от света. «Мам, ты плачешь? Что случилось? Ты такая красивая. Откуда это платье?» Елена подняла голову, размазала тушь по щекам, но улыбалась она так широко, как не улыбалась уже много лет. «Все хорошо, солнышко, все просто замечательно». Она поднялась, обняла дочь крепко-крепко. «Завтра мы оплатим твой семестр и купим тебе куртку. И, кажется, мама нашла новую работу». «Серьезно?» Глаза Даши округлились. «Серьезно. А сейчас ставь чайник, тот самый, с лимоном. Нам есть что отпраздновать». Позже, когда Даша уже ушла спать, Елена сидела на кухне. Она смотрела на визитку, лежащую на столе рядом с чашкой чая. Там было написано «Андрей Воронов, генеральный директор». Она провела пальцем по буквам. Сегодня утром она думала, что чудес не бывает, что жизнь — это просто череда серых дней. Но оказалось, что чудо — это не добрая фея с палочкой. Чудо — это когда тебе дают шанс проявить то, что в тебе уже есть. Твой талант, твой ум, твою душу. И иногда, чтобы найти себя, нужно на один вечер притвориться кем-то другим. Вот такая история, друзья. История о том, что даже в самый темный момент, когда кажется, что выхода нет, судьба может постучаться к вам или ворваться в магазин за 5 минут до закрытия. Елена рискнула. Она не побоялась и победила. Понравилась ли вам эта история? Если да, пожалуйста, поддержите канал. Подпишитесь прямо сейчас, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий рассказ. И напишите в комментариях, что бы вы сделали на месте Елены. Согласились бы на такую авантюру с незнакомцем? Или вызвали бы полицию? Мне безумно интересно узнать ваше мнение. Спасибо, что были с нами. До встречи в новых историях. Берегите себя.